Доброе утро, друзья! Сегодня нас встречает Volvo. И Volvo топит просто как психованная малышка. Сегодня мы с вами отправляемся в Краснодар на вечеринку Хроники Ридима, которая создана ребятами из Добро. Я надеюсь, что все будет круто, потому что вроде бы как люди собираются ехать даже из других городов. А это говорит о многом. В общем, мы отправляемся в аэропорт. Рейс у меня ранний, поэтому надо спешить. Суки из Red Wings не могут сделать нормальную онлайн-регистрацию, не платную. А я за эти 350 рублей могу ведь доехать до аэропорта на этой замечательной Вольве. А кто это у нас сидит такой? А это у нас Максим сидит, Ринс FM, слушает микс Джек Спэроу на Ринс FM. Что за трек, ребята? Что за трек? Просто неизвестный. Итак, мы в Краснодаре. Меня встретил Максим. Максим, представься. Йоу, привет, я там Дабс. Вот так вот. Вот такой замечательный Максим. Теперь переключимся снова на меня. 12:12. Сейчас мы отправляемся на саундчек. Ребята уже устанавливают звук. Видите, какие ребята, как они чтут культуру. Саундчек в 12 утра. Только действительно больной человек, который любит культуру, только такой человек может замутить саундчек в 12 утра. Потом что мы делаем? Потом гуляем по городу. Гуляем по городу? Отлично, может быть даже поспим. День обещает быть классным. Наряду у нас есть несколько интервью с ребятами, потому что я ездил на кемп и так не выложил видос. Но я решил смиксовать, может быть получится неплохо. Может быть я вставлю какие-нибудь кадры с кемпа, посмотрим, как пойдет. Это что это такое за место такое? С физкультуры начинается. Сразу понятно, кто в приоритете, да? Сразу видно, что это лофт. Смотри, синие бочки. Вон даже есть черные бочки. Мы специально их красили. Вообще, стил настоящий. Вы только посмотрите, сколько звука. Подходя к сцене, я глух и ничего не слышу. Бейс-музыка без должного количества саунда не производит необходимое количество вибраций. Ребята из Добро знают об этом. Ну что, Максим, как прошел саундчек? Хорошо. Хорошо? Все довольны. Все довольны? Саба много. Саба хватает, да. Труба трещит, да? Труба трещит, но мы ее не слышим. Да, из-за саба, да? Куда мы сейчас едем? Мы едем на юбилейный. Мы едем на юбилейный. Юбилейный район, он вам знаком. Пойдем курнем. Что? Сейчас поедем потусим, отдохнем и будем двигать на вечеринку. Уже сегодня Антон Джастис будет играть на вечеринке Хроники Ридима Добро. Будет играть румбу. Ты начинаешь в 11, да? Да. Ты открываешь вечеринку. Да. Ты гордишься этим? Да, чувак, мне нравится открывать, но иногда я понимаю, что мне хочется не всегда это делать. И иногда я не открываю. Но просто это ответственное дело, и мало кому я могу это доверить. Выкопать фундамент, залить цемент, это сложнее. Тоха подходит ответственно к процессу. Поэтому он и Тоха, поэтому он и Джастис. Антофель. Антофель? Вечеринка началась плавно, в кругу спокойной семейной атмосферы. Не спеша народ начинал подваливать, и кто бы мог подумать, что к началу моего сета я с трудом смогу подняться обратно сквозь трехэтажную очередь. Да-да, мы еле успели вернуться. Было очень плотно, больше 300 человек. Вайб был максимально крутой. Это не Лондон. Что? Мы просто пытаемся вернуться обратно. Так возвращайтесь! Пытаемся изо всех сил.
что здесь происходит? А ты не бойся, стой. Мощь этой музыки — это вызов. Это проверка на прочность. Давайте поаплодируем, давайте посвистим. Давайте поставим эту пластинку сначала. У меня есть этот трек. Меня зовут Justice. И то, что мы делаем, называется Хаббл. Скоро это будет отмечать 9-летний рубеж. Это будет в феврале. Возможно, именно здесь. В Зимпловке. Здесь очень круто. Вот первый раз здесь. Но нам уже все нравится. Надеюсь, вы также оцените это место. Надеюсь, все моменты съемки с трудностями на входе, всем, как все разбираться, отойдут на второй план.
Тоха, ты как? Все супер. Что ты думаешь про вечеринку? Блин, как всегда, это очередной уровень. Просто Level up. удивляешься, да, каждый раз шаг вперед. Это круто. Ночь была крутая. Это была Это был настоящая новый битва уровень по просто. звуку, это было новое крутое помещение и такого количества людей, которые бы кайфовали от музыки, поддерживали артистов, я давно не видел. Ну, мы избалованы этим, потому что мы это видим на каждой тусе, но это все время растет, растет, растет. Поэтому Сегодня всё был рост. определенно, определенно. Да и от тусы к тусе мы его видим. Редко когда бывает какое-то топтание на месте или вообще откат. От меня это был топ. Это было Спасибо просто, тебе. просто. Это было круто. Мы это вместе сделали. Да. Респект. Иди сюда. Это не моя минута. Твоя минута. Что ты думаешь про туз, Андрей? Чувак, это была самая горячая туса этого года. Самая горячая. И в этом году произошло очень много. туса. Да, очень крутая туса в городе. С Космосом, с Михой из Москвы. Но это был next level. Вообще, Тут да. много факторов, которые повлияли на все это. Вот, и не будем конкретно, да, говорить, но в целом это успех. Это успех. Очень круто, очень сильное давление с запасом, короче. Аттракцион, Это был полагается. аттракцион. Да, как полагается. Давление Большое 8G было большое активировано количество просто людей, да. сразу после первого White Noise. Это все энергия, понял? Они Да, пронизывают, они короче, просто, могут чувак, попасть вылетали в просто. CDJ Да. и White Noise, короче. Типа, Это вот частица энергии просто вырубила деки. О, White Noise, кстати. Ты можешь Вот, посмотреть. да. Смотри. Это и есть White Noise. Это Он White покрылся Noise. White Noise. Да. White Label. Блин, это топ. Увидимся утром. Ах да, я совсем забыл рассказать вам, что же такое Dabro Camp. Присаживайтесь поудобнее и начинайте откладывать деньги на лето. Если вам не хватает денег на Outlook или любой европейский фестиваль, саунд-систем на юг России ждет вас. В этом году мне удалось побывать и на кемпе, и на Outlook'е. Вайб не менее кайфовый, чем на Outlook'е. Безусловно, здесь меньше людей, но атмосфера феста просто прекрасная. Ночи здесь теплые, нету комаров, звука много, море рядом, вся палитра звука. И список селекторов довольно большой и внушительный. Что еще нужно для счастья?
Сигар. Доброе, очень доброе утро. Вчера отыграл сет, тройной реванш на гридлоке. Работает безотказно. Дрезден подтвердил, Краснодар подтвердил. Все замечательно. Вайб действительно очень классный. Туса уникальная. Таких, наверное, в России нет больше все-таки. И низкий поклон пацанам, что делают такую тусу. Замечательная комьюнити. Невероятно много позитива. Уникальное место, уникальный вайб. Ночь оставила за собой кучу позитива. Че, надо пойти пообедать, одевать плавки и купаться. Наслаждаться просто жизнью. Давай, Женек. Весь мир верит в тебя. Похож на пришествие Иисуса в зеленых шортах. Как Моисей, которому поддается морская пучина. О, вот он, человек, который взрывает танцпол по всему миру своей уникальной музыкой. Запомните это лицо. Мистер Блэк Баррель. Слушай, ну Матранг о таком даже не мечтал. Слушай, это просто персик. Саундом. Ваши тела двигались басом. Ваша душа трепетала от тех вибраций, которые происходят вокруг. И ваш мозг понимал то, что происходит единственный раз в жизни. Музыка от Headspace. На этих колонках. Прямо здесь и сейчас. Добро Кэмп. Ближе. Это ночь вторая. Больше не будет. В этом году это все будет именно так, как будет сегодня. На максимум. No limit. Все, что осталось, все, что приберегли, сегодня выкладываем до полной. Оу! Сегодня он тот человек, который мы вместе делаем добро. Андромед, a.k.a. Сканкин Коча, Атом Дабс, он же Макс, Justice. Вместе с нами еще много-много человек. Это и Джипи, и Трудовой, и Фил Ракин, и Explosion Sky, и Дима Балакин, и Эдик, и Ваня, и каждый волонтер, и каждый охранник, и каждый человек, который двигается с нами на танцполе. Это не ради танцев, это ради вибраций. Мы верим в то, что это больше, чем музыка. Это культура и идея о том, как можно круто кайфовать вместе. Что такое вибрации, когда вы стоите возле мощной саунд-системы, слов музыки. И следующий человек на этой сцене это Тони Тек, Formerly Unknown, Санкт-Петербург. Мы очень долго ждали, когда Антоха окажется на саунд-системном юге. Но слово «окажется» сюда не подходит. Когда мы будем готовы его принять. И в этом году мы его готовы принять. В этом году я знаю, что вы сделаете максимальный шум для того, чтобы приветствовать этого диджея, музыканта, человека с историей. Тони Тек, Formerly Unknown. Максимум шума. Добро Кэмп. Если вы здесь ради музыки, все, что вы отдали, прилетит обратно. Оли-йоу! Спасибо вам. Доброе утро, а вернее день, или что, уже вечер. Мы живы, мы проснулись, все классно. Мы радуемся колоссальному успеху вечеринки.
Движуха была какая-то невозможная. Остается только вспоминать и еще говорить об этом в следующие несколько недель. Точно. Все в лучших традициях. Да, это было классно. Получил очень много фидбэков в Инстаграме. Очень много раскрепощенных людей не стеснялись и писали о своих чувствах, что они хотели остановить время, что они очень рады были оказаться на вечеринке. Такой фидбэк, такой саппорт. Это что-то с чем-то. Мне очень нравится, очень приятно обрадовать людей, очень приятно снова вернуться в тусовку Добро к ребятам. Не последний раз. Не последний раз, естественно, еще бы. Сегодня мы отдыхаем, у нас chill-out day. Надо загрузить звук обратно, попрощаться с ребятами, которые приехали с других городов. Ну что, Андрюха, как вечеринка? Я вчера все сказал. Скажи, как ты себя чувствуешь? Он вчера все сказал, тот, кто был вместо меня сейчас. Сейчас скажу я. Вечеринка, по моему мнению, как я и говорил вчера, это самая горячая вечеринка, короче, Добро, на которой был. Это был просто пиздец. Next level shit. Бесспорно, все было. Серьезно, вот они. Очевидцы, да? Ветераны, да, короче. Выжившие, пережившие это. Самый плотничок был на твоем сете, короче, это был такой разъем. Люди горели просто. Особо много слов нет. Ты сам видел, как это было, Да, я сам все почувствовал. Это было круто. Перехвати камеру. Back to back. Back to back. Как тебе вечеринка? Вечеринка... Я привык держать камеру сам. Вечеринка была супер. Я уже сказал в машине, пока ехал, что фидбэк какой-то колоссальный, что истории у меня больше, чем на ноутбуке. И, конечно, приятно, что Добро воспитывает публику. Было очень много молодых людей, а это супер важно. Потому что вы взращиваете следующее поколение листенеров, а это супер важно. Это школа, и быть ее учителем – это настоящая честь. От меня просто респект Югам, это лучшая бейс-локация в России, я думаю, так. Спасибо, чувак, ты отлично справился со своей задачей. Проповедовал как мог, короче, это было супер. Спасибо. One love. Yo, trip frequency, disappear frequently. No sign of me, check the old library. Roll silently, drop shift to hyperspeed. On some nobody left alive type of steez. Yes, I like to see you and your type deceased, but I ain't gonna make a move, G. I'm wide asleep, snoozing. Lightning speed movement behind the scenes, looming. The island keeps Lukey alive, but he's cruel and likes to see humans fight the beat rightfully. With the link tight, with the nice and green. Чувак, это ты Black Barrel? Да. Ебать. Слушай, Michael Hess просто пиздец, вампал через Респект, удачи! Oh my god, man! It's Black Barrel, motherfucker! I can't believe that shit is real! Ну что ты, идешь за пивом? Я иду за пивом, как обычно. Как обычно. Да. Это Weekend Mode. Так, давай я просто положу. Скучно. Чуть-чуть. Такие разные. Мы такие разные, но все-таки вместе. О, это топчик. Доброе утро. Мы пережили пивное нашествие вчерашнее. Очень здорово все было, все классно. Посидели с ребятами, погулялись по району. Сегодня я улетаю обратно домой. И у меня есть время, есть пару минут, чтобы узнать,
Что же такое, Тоха, все-таки добро? Откуда это пошло и что это значит? Добро — это идея быть вместе ради музыки, в первую очередь, и общения. Вместе переживать звуковое давление, вибрации. Добро — это аналоговое подключение к саунд-системной культуре. Аналоговое — это означает, что ты должен быть в этом месте, не в сети, не смотреть через окошко телефона или компьютера на это по трансляции, а прийти в это помещение, увидеть этих людей, почувствовать их тепло и услышать вибрации от этой музыки. Именно сама звуковая установка, она передает то, что заложено в эту музыку. Не только физическая составляющая в виде колебаний звуковых волн по низу, но и месседж, который есть в этой музыке. Это духовная музыка. И еще мне нравится то, что саунд-системная музыка — это проверка на прочность, то есть она поднимает тебя вверх, стремительно бросает вниз, она бывает пугающей, она бывает жесткой, но это закаляет тебя, это дарит тебе новые впечатления, то есть палитра впечатлений, она от мягких до самых шокирующих, то есть это то, что трогает тебя за живое и говорит тебе, вот это все по-настоящему, пускай это внутрь. Поэтому добро идея рассказывать, добро это идея собирать людей ради такой музыки и говорить им, как важно быть рядом и вместе это переживать. Неважно, говорим мы на одном языке, какого мы цвета, это все отходит на второй план, потому что вайб для всех един. Мы все хотим любить, мы все хотим чувствовать эти вибрации, все хотим улыбаться и находиться в каком-то состоянии единения. Тут недавно в сетях сказали люди, которые давно слышали про нас и первый раз оказались на тусе, сказали: мы вас раскусили, чуваки, вы секта, в хорошем смысле, но секта. Я с этим соглашусь, с единственными оговорками, то, что секта обычно себя противопоставляет чему-то, мы себя ничему не противопоставляем, мы говорим о том, что всегда есть выбор, и на музыкальной карте много разных жанров и всего прочего, но надо выбирать то, что делается с душой. Вот музыка, которая делается в этом, даже такое слово не хочется говорить, как сегмент, в этом поле, она делается не ради денег. И она делается не для того, чтобы понравиться, она делается для того, чтобы человек выразил то, что он чувствует, вот эти племенные вибрации. Очень часто люблю проводить параллели с тем, что мы делаем это племя возле костра, диджей — это шаман, танец понятен всем, это барабан, это ритм, это бас, позвоночник и сердце. И вот эти категории, они понятны любому, и они работают. Вот, поэтому много наговорил, но надеюсь, что это было понятно. Это секта, добро — это секта всеобщего респекта, строчки из нашего, одного из наших гимнов от Никитона, Dubplate от Никитона. Вот, для меня добро — это именно это. 2011 год — это дата, да? Да. Это время, этот год зарождения. Это первая вечеринка. Это сколько лет было до этого? И когда ты к этому пришел, ты уже был с ребятами? Или как это было? Значит, было так, я играл там, куда меня зовут, понял, что мне не нравится быть все время приглашенным, потому что я понимал, что мне не нравится, как вот это сделано, как вот то сделано. И я видел, что ребята, которые делают, что это обычные чуваки, я с ними общаюсь, и я думаю, так, а почему бы мне не сделать? Мы начали делать тусовку, такую просто вечеринку с товарищем. Мы ее сделали, и мы почувствовали, как круто получается. Это было самое начало 2011-го. И уже в феврале я придумал, что надо сделать вечеринку добро. Так же, как и свой никнейм, я его склеивал, да, из слов. Я взял два слова, которые я хотел в любом случае использовать, это даб. Для меня было очевидно желание, что я хочу подчеркнуть то, откуда мы пришли. Это аксиома, даб-музыка дала импульс для того, чтобы появилась саунд-системная культура. И это корни корней, основа основ, то, что очень важно. И дальше я подыскивал благозвучное слово, которым можно было обыграть. И получилось, что ро — это вот сырое, как Сырое, есть, да. да. И вот добро, оно, получается, есть семантика в русском языке слова, да, то есть вот этот позитивная коннотация, и добро одновременно это сырой даб от корней. Как ты это чувствуешь, так ты это несешь. Мы
не приглаживаем это, не причесываем, не румяним. То есть ты это чувствуешь, ты живешь этим, и ты говоришь, вот это, ты вынимаешь это и говоришь людям, посмотрите, какое оно, вот живое, вот оно бьется и вибрирует, возьмите, подержите, может быть вам понравится, и вы захотите это унести с собой. И мы сделали эту вечеринку, я понял, что все круто, мы сделали вторую вечеринку, она была не такая ударная, как первая, и тут нам говорят, чуваки, приезжайте на фестиваль и поиграйте на фесте. И с приглашения поиграть на чужой вечеринке сразу я понимаю, блин, чужая вечеринка, и нам дают там типа день на то, что мы играем. И все переросло в то, что мы в итоге чуваков, которые нас позвали, убрали и договорились сами с площадкой. Да, и чуваки, которые нас позвали, говорят, бля, вы нас выкинули из этой конструкции, мы вас позвали на мероприятие, а в итоге вы забрали даты и договорились с спотом. И идея очень быстро кристаллизовалась в то, что есть драм-н-бейсеры, есть дабстеперы, есть хип-хоперы, есть регги-тусовка. Мало кто знает, что происходит тут, не слушает это, не знает, о чем это. И мы собрались их вместе, потому что для нас уже тогда было очевидно, что музыка — это все волны, а не жанры. И можно... Мы тогда еще ничего не знали про Outlook, что так это работает. И мы к этому пришли сами здесь. Нам льстит сравнение с Outlook'ом, что нас называют русским Outlook'ом, но я считаю, что как вот во всем мире отмечают, то, что делается русскими, оно делается с душой. Вот этот момент, мне кажется, то, что выгодно отличает то, что происходит в России, это, конечно, ничтожно мало, мизерно мало в масштабах страны, с тем, что как это происходит в Европе, в Англии, в частности, там, в Германии, да, но то, что происходит с добром, такого ты не найдешь нигде, потому что важность общего культурного кода, возможность находиться в общей языковой среде и наша душевность, наша открытость, особенно на юге, когда мы не скрываем эмоции. Даже те, кто приходит первый раз, они чувствуют вот этот стандарт поведения, когда все друг другу улыбаются, абсолютная любовь и дружелюбность. И люди в этой атмосфере открываются, и тебе не надо ехать в Европу для того, чтобы, блин, когда здесь будет так. Здесь уже так. И я уверен, что те, кого мы привозим, мы это слышим от них. Они приезжают сюда и говорят, чуваки, это потрясающе. То, что вы делаете здесь, мы такого не видим или давно не видели. Именно душевность, именно открытость и то, как люди приветствуют. Они выходят, и они могут не слушать последние релизы Deep Medi или Dispatch. Они не могут знать всех имен, но они стоят перед саунд-системой, они рукоплещут, они визжат от восторга, им нравится, и потом они это ищут. То есть мы как проводник, я позиционирую добро как проводник в саунд-системную культуру. То есть мы приносим это людям и говорим, вот, пробуйте. И вместе с нами Макс Атом, звезда саунд-системного юга, мой братан, тот человек, который вместе со мной плечом к плечу делает это реальностью, а также респект Андромеду, моим братьям, моей семье, всем, кто делает с нами, всей Добро Family. Мы делаем это с душой, не ради фейма, а только потому, что никто это не сделает за нас, и мы испорчены тем, что мы знаем об этом, и мы не хотим по-другому, а только хотим расти и развиваться. И поэтому, если вы чувствуете посыл, то обязательно спланируйте свое время на следующий год и приезжайте к нам на кемп или просто на вечеринку, потому что даже наши просто вечеринки стоят того, чтобы преодолеть расстояние и оказаться вместе с нами. Об этом вы будете вспоминать, и это того стоит. Trust me. Чего нам ждать в следующем году? В следующем году будет больше вибраций, больше людей, постоянно приток новых людей, больше внимания. Мы ищем новое место для кемпа, мы смотрим в сторону Крыма, может быть, мы будем искать локацию рядом с тем местом, где мы были, но это поступательное развитие, кирпичик за кирпичом. Конечно, никто не ждет головокружения, там 10 тысяч, 20 тысяч человек, но мы к этому идем, мы хотим, чтобы в следующем году к нам приехало, минимум 800 человек, а то и 1000, и мы будем делать в следующем году в компиляцию, мы запускаем лейбл, у нас запланировано уже 3 релиза, да, в том числе от Лео Кэпа, и на компиляции нашей будет собран весь самый топ-сок до российской бейс-сцены, русскоязычной даже, так скажем, не российской, а русскоязычной бейс-сцены, и очень крутой состав, и уровень поднимается, поэтому мы растем,
распыляем вибрации и надеемся на то, что они найдут людей, которые оценят, поддержат и дадут дорогу этому дальше, расскажут об этом друзьям, будут приезжать к нам с семьями. Мы за отдых, в котором никто не говорит: нет, я не хочу, чтобы меня видели дети, как я делаю сканк на танцполе с джойнтом. Все нормально, мы все взрослые люди, и если мы не будем создавать эту реальность вокруг себя, то никто за нас это не сделает. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь, приезжайте и кайфуйте вместе с нами. 2019 год. Какой у нас там декабря? Сегодня 8 декабря, конец года. Для меня это последняя вечеринка в России. И я безумно рад, что именно эта вечеринка последняя, потому что после этой вечеринки я не хочу играть еще месяц, наверное. Она была такая, что... В общем, было круто затусоваться с ребятами. Это очень классный экспириенс. Увидимся с вами в следующем году, совсем скоро. У меня на носу австралийский и новозеландский тур. Я надеюсь, что все срастется. Это будет супер-мега интересно. Next level видеосъемки и идей. Значит, с вами были ребята из Добро. Тоха, Justice, Максим, Atom Dubs. Андрюха не с нами, но мы тебе, Андрюха, передаем привет. Мы с тобой, ты с нами. В общем, увидимся с вами в следующем году. Это было круто. Респект.